Мы привыкли доверять своим глазам. Мы открываем карты на своем смартфоне и верим, что перед нами точная копия планеты. Но что если инструмент, по которому вы изучаете мир, намеренно замыливает реальность? 70% Земли по-прежнему остаются терра инкогнито, землей неизвестной. Под толщей воды, куда не проникает солнечный свет, лежат объекты, способные перевернуть все наши представления об истории и геологии. То, что вы видели на обложке, не сбой алгоритма и не шутка программистов. Это строение длиной в 15 тысяч километров, которое Google Maps официально называет ошибкой сканирования. Но может ли ошибка быть настолько геометрически совершенной? Сегодня мы отправимся в путешествие по 5 подводным аномалиям, которые Google пытается скрыть от ваших глаз. Мы разберем конкретные координаты, которые были удалены или заблюрены сразу после того, как независимые исследователи наткнулись на них. В конце этого ролика я раскрою тайну Марианского портала, который физически не мог быть сформирован природой. Приготовьтесь. Истинный лик Земли намного страшнее и величественнее, чем вам показывают в учебниках. Начнем с объекта, масштабы которого трудно осознать человеческому мозгу. Представьте себе прямую линию, которая тянется от льдов Антарктиды, проходит через весь Тихий океан и заканчивается у берегов Вьетнама. Ее длина превышает 15 тысяч километров. Это больше, чем расстояние от Москвы до Сиднея. Впервые эту стену заметили пользователи в 2016 году. Прямолинейность этого образования поражает. Она идет строго по 180-му меридиану. Геологи утверждают, что океаническое дно — это хаос разломов, хребтов и впадин. Природа не строит по линейке. Но здесь мы видим четко выраженный вал, ширина которого в некоторых местах достигает 3 километров. Официальный ответ корпорации Google был молниеносным. Это артефакты наложения данных. Нам объясняют, что когда спутники собирают данные о глубине, возникают швы в местах склейки изображений. Но давайте включим логику. Если это шов, почему он имеет рельеф? При сильном приближении на стене видны выступы, напоминающие контрфорсы и сторожевые башни. Кое-где линия прерывается, открывая гигантские проходы, а затем возобновляется с миллиметровой точностью. Инженеры-картографы заявляют, ни одна ошибка сканирования не способна создать трехмерную структуру с тенями, которые соответствуют углу падения света на дно. Спустя год после обнаружения Google обновил карты этого сектора. Теперь вместо четкой стены там видно размытое дно с неестественно гладкой текстурой. Зачем стирать ошибку, если это просто баг? Может быть, стена — это древний фундамент мира, который существовал до всемирного потопа? Или это гигантский технический объект, созданный для стабилизации тектонических плит? Мы не узнаем правду, пока карты подвержены цензуре. Но стена — это лишь начало. Дальше нас ждет объект, который подавал признаки жизни на глубине, где жизнь невозможна. Антенна Эльтанин. В 1964 году научно-исследовательское судно «Эльтанин» находилось в ледяных водах к югу от мыса Горн. Археологи и биологи изучали дно с помощью подводных камер. На глубине 3900 метров, там, где давление воды превышает 400 атмосфер, камера зафиксировала нечто необъяснимое. Из ровного илистого дна поднималась идеально симметричная конструкция. Она состояла из центрального стержня, от которого под углом 90 градусов отходили четверти ответвлений, заканчивающихся шариками. Объект выглядел как сложная радиолокационная антенна или высокотехнологичный датчик. Высота конструкции составляла около 60 сантиметров. Биологи поспешили успокоить общественность, заявив, что это всего лишь плотоядная губка вида Cladorhiza concrescens. Но подводные фотографы и радиотехники были в шоке. Ни одна губка в мире не обладает такой геометрической точностью. Перед нами был объект из металла или твердого композита.
С развитием Google Ocean пользователи попытались найти ту самую точку по координатам судна «Эльтанин». И что же они увидели? Ровно в этом квадрате находится пятно нулевых данных. Весь окружающий рельеф детально прорисован, но именно там, где стояла антенна, Google наложил мутный слой. Интерес к антенне подстегнули рассекреченные документы времен Холодной войны. Выяснилось, что в этой зоне советские и американские подводные лодки фиксировали странные звуковые импульсы, исходившие не с поверхности, а из-под дна. Если антенна — это часть глобальной сети связи, созданной не нами, то почему Google помогает скрывать ее местоположение? Руины Йонагуни и чистая карта. Перенесемся к берегам Японии, к острову Йонагуни. В 1986 году местный дайвер обнаружил под водой гигантские ступенчатые структуры. Это целый комплекс из террас, траншей и каменных стел, вырубленных в песчанике. Профессор Масааки Кимура из университета Рюкю потратил 20 лет на изучение этого места. Он утверждает, это город, который ушел под воду около 9000 лет назад в результате мощнейшего землетрясения. Там есть ровные дороги, круглые отверстия для столбов и даже высеченное в камне подобие человеческого лица. Официальная геология называет Йонагуни природным образованием. Якобы течение и эрозия вымыли камень так, что он стал похож на ступени. Но давайте взглянем на карты Google. Если вы попробуете изучить дно у берегов Йонагуни через сервис, вы увидите лишь хаотичные пятна. В то же время, вместо детальных снимков дна, которые Google делает для популярных курортов, здесь мы видим так называемую пониженную детализацию. Это политика чистой карты. Когда объект слишком сильно противоречит официальной истории, Google Maps просто не подгружает высококачественные сканы эхолотов. Частные экспедиции с гидролокаторами бокового обзора рисуют совсем другую картину. Под водой лежат целые площади, окруженные замковыми стенами. Природа не строит замки. Скоро я покажу вам точку, которая называется точкой Немо. Это место считается самым пустынным на Земле, но Google стер оттуда нечто настолько огромное, что оно не могло быть ни кораблем, ни китом. Точка Немо и тайна Блупа. Точка Немо — это полюс недоступности, это самая удаленная от суши в Мировом океане. Ближайшая Земля находится на расстоянии 2688 километров. Это место настолько изолировано, что ближайшие к нему живые люди — это астронавты на Международной космической станции, когда она пролетает над этим районом. Именно здесь, в 1997 году, гидрофоны ВМС США записали блуп — низкочастотный звук невероятной мощности. Его было слышно на расстоянии 5000 километров. Он не был похож на треск льда или извержение вулкана. Он был органическим. Но на Земле нет существа, способного издать звук такой силы. Даже синий кит в сравнении с источником блупа — это шепот в урагане. Исследователи Google Maps обнаружили в этом районе странные белые пятна. Они имели четкую геометрию и достигли в длину 500 метров. Пятна появлялись в 1998, 2005 и 2015 годах. После каждого обнаружения в интернете поднимался шум, и Google просто обновлял снимки, стирая эти объекты. Теперь район точки Немо на картах выглядит как идеально ровная синяя заливка. Но мы знаем, что под водой там нечто есть. Это место используется как кладбище космических кораблей. Туда сбрасывают отработавшие спутники и станции. Может быть, мусор — это лишь прикрытие для того, чтобы ни одно гражданское судно не приближалось к зоне, где блуп издает свои крики. А теперь то, ради чего мы здесь собрались. Пик нашего расследования, самое таинственное и пугающее место на карте мира — Марианская впадина. Глубина 11 022 метра. Давление здесь составляет 1100 бар. Это верхний предел физики Земли, место, где любой человеческий аппарат превращается в лепешку за доли секунды, если в его конструкции есть хоть малейший изъян.
Это пространство абсолютной тьмы и вечного холода, которое мы изучили хуже, чем поверхность Плутона. В 2018 году один из пользователей Google Maps, кропотливо изучавший подводный рельеф Тихого океана, обнаружил по координатам 14 градусов 14 минут северной широты и 147 градусов 30 минут восточной долготы странную аномалию, которая заставила содрогнуться сотни исследователей по всему миру. На самом дне Великой Впадины, там, где океаническая кора должна быть монолитной и незыблемой, был виден четкий геометрически совершенный прямоугольный вырез. Представьте себе провал в земной коре шириной в 2 километра и длиной около 3 километров. Это не просто яма, это объект с абсолютно вертикальными стенками, которые уходят в бездну под прямым углом. Геологи в официальных отчетах называют похожие образования грабинами, участками земной коры, опустившимися по крутым разломам. Но грабины в природе всегда имеют рваные края, осыпи породы и завалы на дне. Они никогда не бывают прямоугольными. Природа — это хаос, это грубые линии. Здесь же мы видели идеальный вход, словно кто-то вырезал гигантский кусок скалы высокоточным инструментом, масштабы которого превышают все, что создал человек. Внутри этого выреза виднелось второе дно, которое уходило еще глубже, возможно, открывая прямой доступ к верхним слоям мантии Земли. По самым скромным расчетам, глубина внутри этого портала могла превышать 12 тысяч метров. Это точка, где заканчивается география и начинается нечто совсем другое. Это изображение продержалось в открытом доступе весь 2019 год. Сотни энтузиастов успели сделать тысячи скриншотов, замерить параметры и даже составить трехмерные модели этого места. Координаты пересылались из рук в руки, а на форумах шло бурное обсуждение. Что это? Технический вход для подводных аппаратов неизвестного происхождения или гигантский вентиляционный шлюз планеты? Но в 2020 году случилось то, что окончательно подтвердило: мы нашли нечто запрещенное. Google обновил слой данных Марианской впадины, и это не было обычным улучшением качества. По указанным координатам вместо четкого прямоугольного портала появился мутный плоский риф, нарисованный словно в редакторе фотографий. Давайте посмотрим на это глазами океанолога. На глубине 11 тысяч метров физически не может быть коралловых рифов. Там нет солнечного света, там нет условий для фотосинтеза, там царит действие чудовищного давления. Но на карте Google мы видим именно красочное светлое пятно, которое совершенно не вписывается в рельеф окружающей бездны. Это грубый цифровой подлог. Google совершил манипуляцию с данными, чтобы скрыть отверстие в земной коре, которое выглядит как шахта или технический вход. Зачем Google зарисовал Марианский портал? Ответ может быть намного страшнее, чем мы можем себе вообразить. На такой глубине не может быть человеческих баз. Даже самые современные батискафы, такие как Deep Sea Challenger Джеймса Кэмерона, способны лишь на краткое погружение. Значит, Google скрывает присутствие того, что не принадлежит нашей цивилизации. Эти ошибки на самом деле окна в мир, который существует параллельно с нашим. Если стена в Тихом океане — это забор, то этот прямоугольный вырез — это дверь. Дверь вглубь планеты шириной в 2 километра. Вы можете себе представить, какие аппараты должны входить в такой шлюз? Мы говорим об объектах размером с целыми городами, которые бесшумно скользят под толщей воды, пока мы смотрим в экраны своих смартфонов. Факт обновления карт именно в этой точке доказывает: Google Maps — это не инструмент познания, а инструмент контроля. Каждый раз, когда цифровая камера спутника или эхолот научного судна фиксирует нечто выходящее за рамки дозволенного, вступает в действие протокол цензуры. Марианский портал был слишком явным, слишком совершенным, чтобы его можно было выдать за ошибку. Его пришлось просто стереть, залив синей краской и нарисовав сверху несуществующий риф. Но координаты остались: 14 градусов 14 минут северной широты. Эти цифры теперь символ того, что океан на самом деле находится на замке, и ключи от этого замка находятся не у нас. Мы лишь верхние жильцы огромного дома, которым запрещено спускаться в подвал, где кипит настоящая жизнь и принимаются решения о судьбе всего здания. Финал.
Мы прошли через 5 точек на карте, которые Google Maps пытался стереть из нашей памяти. Великие стены, антенны бездны, затонувшие города и порталы в мантию. Нам говорит официальная наука, это все погрешности данных. Но давайте подведем итог и разберем каждую аномалию с точки зрения сухих фактов, чтобы понять, где заканчивается технический сбой и начинается настоящая тайна. Первое. Великая подводная стена. Геологи утверждают, что это так называемые треки, дорожки, оставленные судами с эхолотами. Когда корабль идет по прямой, он снимает дно с высоким разрешением, и эта полоса на карте выглядит четче, чем окружающая пустыня, созданная спутниками. Это логично, но факты кричат об обратном. Почему на 180-м меридиане этот трек имеет высоту в 2 километра? Эхолот снимает рельеф, а не созидает его. Если прибор зафиксировал подводную гору длиной в 15 тысяч километров, то это гора, а не ошибка наложения. Google зарисовал ее, потому что существование настолько прямого и протяженного хребта разрывает теорию тектоники плит. Мы видим либо древний шов планеты, либо строение, масштаб которого указывает на цивилизацию планетарного уровня. Второе. Антенна Элтонин. Биологи ставят точку. Это губка кладореза. Они показывают снимки похожих существ. Но давайте посмотрим на глубину – 3900 метров. На такой глубине формы жизни борются за каждый миллиграмм органики. Сложная, идеально фрактальная форма с шариками-резонаторами на концах – это расточительство для природы, но идеал для радиотехники. Факт в том, что в 1960-е годы в этом районе были зафиксированы сигналы на частотах, которые не используются морскими обитателями. Google закрыл эту точку нулевыми данными не из-за губки. Они закрыли ее, потому что ретранслятор, установленный миллионы лет назад, все еще может быть в рабочем состоянии. Третье. Монумент Йонагуни. Наука говорит, это чешуйчатое расслоение песчаника, природа и эрозия. Но давайте обратимся к цифрам. Углы в 90 градусов повторяются там десятки раз. Там есть ступени высотой ровно в 27 сантиметров, идеальный шаг для человека. Есть траншея для стока воды и подножие, обработанное так, словно там стояла статуя. Политика Google по занижению качества в этой зоне – это попытка сохранить статус-кво. Если признать Йонагуни городом, придется признать, что 9000 лет назад на тиховодном шельфе существовала империя, которая строила из камня лучше, чем мы сегодня. Четвертое. Точка Немо и звук блуп. В 2012 году организация NOAA заявила, что звук был вызван разрушением гигантского айсберга. Красивая версия, но айсберги разрушаются по всей Антарктиде каждый день. Почему блуп был уникальным? Почему его спектрограмма совпадает с завзвуком живого существа, но увеличенным в 1000 раз? И самое странное, белые объекты на картах Google длиной в 500 метров. Когда энтузиасты начали сравнивать координаты исчезнувших пятен с траекторией подводных течений, выяснилось, что объекты двигались против течения. Айсберги так не умеют. Google подчистую стер рельеф в районе точки Немо, превратив океан в плоскую картину. Они боятся не звука, а того, кто его издал. Пятое. Марианская портал. Здесь аргумент науки – цифровая интерполяция. Простыми словами, компьютер сам дорисовал прямые линии там, где не хватило данных. Но интерполяция создает хаотичные углы, а не идеальный прямоугольник размером 2 на 3 километра с гладким дном на глубине 11 тысяч метров. Факт в том, что после обновления данных в 2020 году вместо ошибки там появился нарисованный риф. На такой глубине нет рифов, там нет света для фотосинтеза. Google совершил подлог данных, чтобы скрыть отверстие в земной коре, которое выглядит как шахта или технический вход. Мы изучили далекие галактики лучше, чем собственное подводное дно. 95% океана остаются во тьме. И, возможно, Google Maps — это не просто карта, а ширма, протокол секретности, который оберегает нашу психику от понимания одной простой вещи —
мы не единственные жители этой планеты. Вы действительно думаете, что на этой планете мы единственные хозяева? Тысячи километров стены и подводные антенны намекают, что кто-то другой присматривает за Землей из тишины океана. Кто-то, кто был здесь за миллионы лет назад, и кто останется, когда наши города превратятся в пыль. Почему Google так боялся оставить эти координаты нетронутыми? Почему каждый раз, когда обычный человек находит доказательства чужого присутствия, алгоритм тут же затирает след? Может быть, нам позволено видеть только ту Землю, которая кажется безвредной? Напишите в комментариях, какой объект из этих 5 кажется вам наиболее реальным. Верите ли вы в ошибки сканирования длиной в континент, или вы видите в этом почерк тех, кто владеет океаном на самом деле? 90% людей считают, что все в истории уже открыто. Они спят спокойно, веря в гладкие картинки на экранах своих телефонов. Вы среди них? Или вы готовы признать, что мы ходим по тонкой корке, под которой скрывается совсем другая цивилизация? Подпишитесь на канал, если вам хватит смелости узнать правду, которую от нас заблюрили. Каждый ваш лайк и комментарий – это трещина в той ширме, которую для нас выстроили гиганты Силиконовой долины. Встретимся в бездне. И помните, океан ничего не забывает. Он просто умеет ждать.